что, всем привет! Показываю вам утренние виды Будвы, прибрежного городочка. И сегодня буду рассказывать о кроссовках. Конечно, жизнь в прибрежном городке — это своя романтика, это определенное наслаждение бегать по утрам, чувствовать больше тепла в течение года по сравнению с другим регионом, каким-нибудь сибирским. И это, конечно, мотивирует больше заниматься спортом, факт. Но при этом всем есть и свои минусы. Хотя какие тут минусы? Прозрачнейшая вода, мне кажется, 2 метра все видно. Ну так вот, что касаемо кроссовок. Скорее, это не обзор, это личный опыт. Я расскажу о тех кроссовках, которые у меня были, которые у меня есть. И, собственно, почему я им пользуюсь, какие хорошие, какие плохие. Чисто вот личный опыт. Первая пара, с которой начнем, это, наверное, сегодняшние, в которых я бегу, потому что я их сразу показываю. Это кроссовки фирмы 361. Это китайский бренд, который делают кроссовки. Эти кроссовки полностью водонепромокаемые. Они реально спасали меня несколько раз здесь в Будве, потому что когда шел дождь, я их надевал, и ноги оставались совершенно сухие. И вы знаете, что когда хлюпает, это не прикольно в ногах. Поэтому эти кроссовки от этого спасают. Что касаемо параметров этого переката, пронации. Вы знаете, эти термины, конечно, полезные, но я всегда думал, как они в конечном итоге влияют на бег. Ну, то есть у меня так бывало, что как будто бы начитаешься всех этих умных мыслей, но толку от понимания этого как бы особо нет. В итоге ты понимаешь только, когда сам побегаешь. Что я могу сказать про эти кроссовки? У них тонкая подошва, определенно. Что значит? Это значит, что амортизация не сильно большая. Вообще, у бегуна, если вы занимаетесь бегом, должна быть сильная стопа. Для чего вам сильная стопа? Для того, чтобы она могла удерживать нагрузки длительно или не только в определенном интенсивном режиме. За это отвечает не только сила ноги, да, там квадрицепс, икра, но за это отвечает ваша стопа. Как часто она может становиться правильно, как часто она может стабилизироваться. Поэтому, как говорится, не очень, наверное, хорошо бегать в каких-нибудь альфа-флаях или вообще в карбоновых. Хотя я таких персонажей замечаю, которые любые тренировки делают в каких-то топовых кроссовках, зато за много денег, да, за несколько сотен долларов. В общем, сам факт того, что кроссовки должны быть определенно беговые для бега. По моделям я подскажу свое мнение, скажем так, да, чуть позже. Ну и про стопу. Вот здесь мне нравится в этих кроссовках, что амортизация небольшая. Я чувствую землю, чувствую контакт, и это позволяет мне направлять стопу как надо. То есть ставить ее более правильно. Может быть, где-то чуть подворачивать, если это необходимо. Может быть, как-то, не знаю, регулировать наклон, да, потому что мы ведь бежим технично довольно-таки, очень не идеально. Мы не приземляемся на пяточку, так как наш тренер учит нас приземляться на середину стопы. Ну, это так, мягко говоря. Там целая наука. Ну так вот, касательно этих кроссовок. Они нравятся мне тем, что они мягкие. Мягкие в смысле не деревянные, да? Вот это вот очень важно тоже. Есть такой параметр. Допустим, хоки. У меня есть Hoka One One Clifton Edge. Классные, красивые. Я их на прогулке надеваю, но они деревянные абсолютно. И это как бы немножко расстраивает. Эти кроссовки типа высокого класса и, наверное, в 3 раза дороже, чем вот эти. Вот. Вашему вниманию рыбак, кусок скалы и отель Дукли, который будет впереди, сейчас покажу.
такой вот здесь есть отель. Очень красивый, очень дорогой. Когда-нибудь мы в нем по нему побываем обязательно. И вон там Будва. Здесь такой шикарный пляж, на который так легко не попадешь. И дорога туда вообще закрыта. То есть мы можем только перейти сейчас под автомобильной трассой через туннель. А туда проход закрыт, даже кустиками. Даже смотреть нельзя, понимаете? Но зато и так красиво. Ну что, друзья, мы добежали до пляжа номер 2, который находится около района Беччи. Это примерно 5 километров с начала старого города Будви. Вот вам, пожалуйста, видно, что первые лучи. Добежали до края Беччи. Так вот, что по поводу кроссовок 361. Они довольно неплохие, довольно качественные, я бы сказал. И в целом-то у них бежать вполне себе комфортно. То есть по цене, если не ошибаюсь, они сильно дешевле, чем тот же Pegasus какой-нибудь Gore-Tex. Но функции выполняют все те же и в целом по свойствам примерно плюс-минус та же. Важное уточнение, что бегать... Ну, то есть мои беговые объемы, они не такие большие, да, то есть понятно, что я, если посмотреть по страве даже моей, примерно беговой объем в лучшем случае 40 километров, может 50 в неделю. Ну, то есть это немного, и в год это получается, ну, сами понимаете, сколько. Факт в том, что я в этих кроссовках делаю в основном тренировочные забеги. Могу, наверное, в них во время дождя погулять еще. Вот такой вот туннель, в который я сейчас буду забегать. Ну вот, касательно кроссовок 361, я сейчас покажу, прикреплю видео, как они выглядят, какой у них износ после 200-300 километров. В целом кроссовки неплохие, имеют место быть, и при условии, если у вас стопа плюс-минус нормальная, да. То есть, ну хотя опять же, дело даже не в том, чтобы стопа у вас была нормальная, немного не так. Они вам подходят, если вы готовы к бегу не очень быстрому, примерно темп больше 5 минут, наверное, на километр. И хотите, чтобы были защищающие свойства. Наверное, для зимы они тоже хорошие, хотя я зимой о них не бегал. Потому что они их защищают как и от воды, так и, соответственно, от ветра. Вентилируются хуже, все такое. Вот. Это по этим кроссовкам. Пока иду по диким зарослям, перетекающим с одного пляжа в другой, расскажу вам про кроссовки номер 2. Это Hoka. Hoka One One. Очень крутая фирма. Кроссовки я приобрел, наверное, больше, чем, мне кажется, почти 2 года назад. Реально, им 2 года уже. В Спортмастере покупал. Что-то они были тысяч за 10-15 рублей, мне кажется. Ну, не дешевые, короче. И начал в них бегать. И в целом, плюс-минус я в них бегал нормально. Но есть у них минус. Их пена довольно плотная. И за счет этого они не очень такие мягкие. Они вроде бы высоковатые. У них классная пятка, которая помогает спускаться с горки удобно. У них очень хорошая стабилизация. То есть стопа в них чувствует себя очень устойчиво. Это большой плюс. Но при этом всем минус в том, что плохо чувствуешь поверхность. Они не упругие, они не как будто бы не пружинят. Я не знаю, скорее всего, они для медленного бега. Ну, тоже, что касается выше 5 минут темпа на километр, мне кажется, все это туда же. И они, плюс, их главный плюс в том, что они красивые. Они мне нравятся, как выглядят, и я их использую как прогулочные. Если у меня нет других кроссовок с собой, чтобы... Вот я, допустим, куда-то еду, я их надеваю, знаю, что в них сразу же буду, если что, бегать. Чтобы не брать с собой в багаж, например, дополнительные кроссовки. В этом их плюс. И в целом, скоростные работы, если поднапрячься, скоростные работы в них тоже можно делать.
Но это все такое, сами понимаете. Ну, как бы, не очень качественно получается, хотя организму тяжело. Я помню, в них развивал темп, по-моему, 3.23 на, ну, когда я делал фортлек через 1000 метров с трусцой. 1000 метров у меня получилось по 3.23 сбегать. Это как бы хороший показатель, это говорит о том, что, может, я был в кондиции, конечно. Вообще, ценность кроссовок и как бы их значимость сильно превышается. Важны твои ноги, как ты ими работаешь, твоя стопа, твоя дыхалка, твоя выносливость. Вот это вот важно, действительно. Твое питание и прочее, прочее, прочее. Твой тренер. Вот, поэтому я могу сказать, что Хоки классные. Внешний вид у них на 5. Стабилизация 5. Упругость так. Амортизация, ну, тоже туговатая. Она хорошая, но за счет того, что пена туговатая, она получается туговатая. То есть я бы сказал, что они немного жестковаты. Вот так. Наверное, они хорошо подойдут для тех, у кого большой вес. То есть мой вес, например, 76 килограмм на рост 190. Это как бы небольшой вес. Вот, поэтому я думаю примерно так, плюс-минус. Что еще по этим кроссовкам? На целом-то и все. Классные, красивые кроссовки, крутой бренд. Наверное, хотелось бы попробовать их какие-то другие кроссовки, но что-то, не знаю, может быть, другой раз, а может быть и получится как-нибудь. Не знаю, посмотрим. Все, что я хотел бы, о том, что я хотел бы попробовать, я бы попробовал, уже заказано, Adizero Adios 7. Вот это то, что я хотел бы попробовать. Кроссовки с классной пеной, с крутой амортизацией, упругостью и с хорошей стабилизацией. И хорошие тренировочные кроссовки. Получается, что у меня сейчас нет хороших тренировочных кроссовок, хотя я всем рекомендую. У меня вот были они, я в них много отбегал, но я их оставил, собственно, дома, отдал. Они просто уже пробили, мне кажется, у них по 1000 километров пробег. У меня, к сожалению, их с собой сейчас нет. Это Nike Pegasus 36 Fly Easy, вот так они называются. То есть они мне еще больше, примерно на размер или на 1,5. Ну, я так взял ошибочно, скорее всего. Но это определенный плюс. Если у тебя что-то натирает, там, ты как бы в них бегаешь и вообще без проблем. Это большой плюс. Вот, поэтому под тем кроссовкам, наверное, вообще тренер их нахваливает в том плане, что он говорит, у них идеальная амортизация, стабилизация, то есть плюс-минус они легкие и все у них хорошо. Личный опыт еще по Adizero, да, то есть Adizero Pro. Adizero Pro кроссовочки, я их тоже уже оставил там, продал, они мне не очень зашли. Во-первых, они мне немного маловато, я думаю, потому что постоянно после длительных забегов натирало немножко. Во-вторых, они для крутых бегунов, у кого сильная стопа. То есть мне ближе следующие кроссовки, про которые я буду рассказывать, к которым как раз прихожу, это Nike Zoom Fly 3. Смотрите, какой кактус. Прям как в Америке. Конечно, место тут какое-то немножко заброшено уже. Это следующий пляж от Бечичи. Вот там, где я шел, это видно что-то неухоженное. Раньше было что-то красивое, но, видимо, как-то заброшено. Но прикольные тут растения, за которыми, ну, вроде ухаживают, распилены. Так вот, про Zoom Fly, да. Хотелось бы попробовать их новые модели. У них, кстати, что мне нравится в Zoom Fly, это их, то, как они сделаны очень качественно, и у них материал вот верхний, видно, что он не износостойкий, не порвется, не протрется, он такой вот классный прям. Минусы какие? Да как будто бы у них минусов и нет, я не знаю. Единственное, может, стабилизация меня немножко смущает их, да. То есть и само вот ощущение бега я готов попробовать другое. То есть именно вот скоростное, когда при темпе 4 бежишь, да. Кстати говоря, про рабочие темпы мои на полумарафоне на десятке, это около 4. Чтобы было понятно, с каким темпом я бегу. Сравнивая Adizero Pro, Adidas Adizero Pro, такие розовенькие, и Zoom Fly, конечно, мне больше подходят Zoom Fly. Хотя я в Adizero побегал, и полумарафоны бегал, и бегал я в них по земле. Кстати, вот говоря, по грунту очень хорошо подходит. У нас уже расцвело. В целом-то и все по кроссовочкам. Больше сказать нечего. Смотрите мои предыдущие видео. В них по кроссовкам информации также много. Есть запись эфира про бег, в котором я рассказываю интересные подробности о беге. И
кроссовках, в которых бежал. Ставьте лайки, поставьте колокольчик обязательно. Это важно, чтобы вы смотрели выпуски сразу, и YouTube набирал просмотры эти. Если интересно узнавать про дисциплину, про то, почему я это делаю каждый день, занимаюсь спортом, веду YouTube, подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт, он есть по ссылке. Смотрите мои сторис, там ежедневно я делюсь мыслями, своей мотивацией, своей дисциплиной. Обязательно лайки еще раз и колокольчик, и смотрите, пожалуйста, видео сразу. Тогда алгоритмы рекомендуют это, и это меня мотивирует делать контента еще больше. Всем спасибо, пока.